Сегодня в гостях в студии человек, которого я считаю лучшим специалистом по гидроэнергетике России, и не только, Иван Владимирович Слива. Большое спасибо, что нашли на нас время. Добрый день. Добрый день, Борис. Спасибо, что пригласили. Я думаю, что разговоры, размышления о гидроэнергетике, они полезны, хотя в последнее время в России с этим, к сожалению, не очень хорошо, но нам есть что вспомнить. Больше всего хочется понять, такое мое сугубо оценочное мнение. В свое время, в 2016 году, Росатом предложил концепцию так называемого «зеленого квадрата». С тем, чтобы безуглеродные технологии генерации электроэнергии заняли четверть баланса, не четверть, простите, 50%. К безуглеродным технологиям относятся солнце, ветер и вода, и, конечно же, атомная энергетика. Понятно, что есть климатическая зависимость у солнечной генерации, у ветрогенерации, у гидрогенерации она выражена значительно меньше, но тоже есть, необходимо накапливать воду в тех гидроэлектростанциях, где водохранилище есть. Атомная электростанция, не зависит от погоды от слова совсем. Это базовая генерация, для нее оптимальный вариант, если она работает 24 часа в сутки на одной мощности, тогда это максимальный коэффициент полезного действия и так далее, и так далее. Вот три вида генерации, такие на радость туристам: солнце, воздух и вода. Очень много строится солнечных и ветряных электростанций, слава богу, не в России, а в Европе, в Азии. К гидроэнергетике почему-то отношение какое-то настороженное. Если верить западным экспертным мнениям, это очень дорого, это очень долго, это невыгодно, это никому не надо. А как на самом деле обстоят дела? Что полезнее, что действительно выгоднее для нас, для человека, которому необходима электроэнергия? Начнем для начала с того, каковы плюсы, каковы минусы гидрогенерации. Как и любой вид генерации электроэнергии, они имеют свои преимущества и недостатки. Каковы преимущества гидроэнергетики? Во-первых, это безуглеродный, как правильно сказано, возобновляемый источник энергии. Она не потребляет топлива, она не производит каких-либо выбросов. То есть она будет работать, пока светит солнце, испаряет воду, идет дождик, и этот цикл повторяется, повторяется уже несколько миллиардов лет. Второй плюс гидроэнергетики. Гидроэлектростанции очень маневренные. Они могут менять свою мощность с нуля до максимума в течение буквально нескольких минут. Нет никаких проблем остановить ГЭС почти в ноль, за исключением ситуации, когда внизу нет другой ГЭС. Вот если ГЭС в каскаде, одна другой подпирает, ее остановить можно в ноль. Если она не в каскаде, ее можно остановить тоже можно в ноль, но то надо воду будет сбрасывать через водосброс. Холостой водосброс никто не отменял. В принципе, это не очень выгодно, но технически это возможно, ее можно остановить в ноль. Точно так же ее можно быстро загрузить на большую мощность. Это уникальное свойство гидроэлектростанций. Ни один другой вид генерации так быстро, так эффективно маневрировать мощностью не может. А маневр мощностью необходим для стабилизации объединенной энергосистемы, в которой гидроэлектростанция находится. Да, это очень важное, очень полезное свойство для энергосистемы. То есть это такая радость диспетчерского управления, что у них есть гидроэлектростанция, никакие проблемы. Системный оператор ГЭС, а есть такая разновидность ГЭС, как ГАЭС, ее они любят еще больше. Вот мы о них еще немножко попозже, наверное, поговорим. Давайте пока посравниваем с солнцем. Да. Дальше. ГЭС очень низкая себестоимость электроэнергии. То есть из-за отсутствия топлива, отсутствия всего этого цикла, персонала на ГЭС очень мало. Они вообще очень хорошо автоматизируются. В принципе... Топливо подвозить не надо, все в порядке. Да. Если убрать ремонты, и убрать охрану, то ГЭС можно вообще без людей эксплуатировать. И есть еще в советские годы были истории полностью автоматизированных ГЭС. Они и сейчас есть в мире.
огромные станции там на 1000, на 2000 мегаватт может спокойно управлять там 1-2 человека. И то они управляют по большей части, просто наблюдая за автоматикой. Вот, ГЭС сейчас многие управляются напрямую системным оператором, диспетчерами, там за 1000 километров по линиям они нагружаются, разгружаются. Оперативный персонал просто наблюдает, контролирует. ГЭС очень долговечный. Если оборудование, работает в среднем 50 лет, хотя это не предел, у нас вот буквально через в следующем году, в 2027 году, будет отмечать 100 лет первой крупной гидроэлектростанции России, Волховская ГЭС. И у нее до сих пор в работе находится 4 гидроагрегата оригинальных. То есть 100 лет машины проработали, и, в принципе, дальше могут работать. Хотя не то, чтобы это то, чем стоит гордиться, на мой взгляд. По-хорошему, их, конечно, пора поменять на более эффективные, но чисто от технической точки зрения так. Что касается основных подпорных сооружений, то есть плотины здания ГЭС, их можно считать фактически вечными. У них есть такой нормативный срок службы в 100 лет. Когда я спрашивал, почему 100 лет, сказали, что просто вот в бухучете нет срока амортизации, срока службы основных мощностей больше, чем 100 лет. Я этот пример уже приводил. Честнее всего себя ведут гидроэлектростанции в Швейцарии. Они каждый год к сроку эксплуатации добавляют по годику, и так, не торопясь, до 110 лет дошли, намерены двигаться дальше. Почему не пишете больше, а больше никто не эксплуатировал, в следующем году будет 111, еще через год 112. То есть, если их в технически исправном состоянии содержать, то будем считать, что можем посоревноваться с пирамидами Хеопса. Да. И все это вместе, оно выливается в очень низкую себестоимость электроэнергии. То есть, после того, как ГЭС отбивает свои капзатраты, окупает, ниже, чем у нее по себестоимости, электроэнергии ни у кого нет. То есть, это фактически у нас в себестоимости только зарплата, какие-то ремонтные работы не очень большие. Охранная, понятно. Охрана там, такие вещи. Хозяйственные. Да. Это плюсы. Минусы. Минусы тоже есть, естественно. Первый минус ГЭС. ГЭС все-таки действительно привязан к местности. Ее нельзя поставить где угодно. Для ГЭС нужна река. Нужна не просто река, а нужно подходящее место на реке, так называемый створ, который удовлетворяет целому ряду требований. Это геология, это желательно, чтобы не было больших населенных территорий, что не приходится города затапливать и так далее. Вот. Там еще есть ряд факторов. Сама река тоже, там есть требования гидрологического, например, режима. То есть такая отдельная наука, где найти створ, в котором можно построить плотину и, соответственно, гидроэлектростанцию. Поэтому мы должны привязываться к местности. Часто такие места находятся далеко от мест, где электроэнергия потребляется. Это, соответственно, приводит к тому, что необходимо строить линии электропередачи достаточно большой протяженности. Это не критичная проблема, это все, в общем, решаемо, но это надо иметь в виду. Вторая проблема ГЭС связана с тем, что они действительно строятся не так быстро, как, скажем, станции, тот же Солнце и ветер, который строится там за год. Ветер, наверное, подольше, но солнце там реально за год разместить. Притащил панели, поставил. Все зависит от мощности. У меня есть хорошие знакомые, есть такая ассоциация «Зеленый киловатт», индивидуальное решение для индивидуальных домов. У них солнечные панели просто в коробке приходят. Накрыв, за 2 часа можно установить, и ничего, но это другой масштаб. Другой уровень, да. В целом, срок, конечно, очень сильно зависит от того, насколько вы умеете строить станцию, в принципе, насколько у вас ритмичное финансирование. Есть примеры достаточно быстрого строительства крупных ГЭС. То есть реально за 5, 6, 7 лет можно построить ГЭС мощностью в 1000-2000 мегаватт. Я так понимаю, что многое зависит еще и от местности. Дело даже не в том, что там не хватает дорожной инфраструктуры, а строительство ГЭС, которое у нас велось в республиках Средней Азии. Киргизия, Таджикистан – это горы. Там любые строительные работы, это
Инфраструктура имеет значение. Часто у ГЭС есть довольно большой подготовительный период, именно связанный с прокладкой дорог, организацией строительной базы. Но, в общем, при нормальной организации работы, нормальном финансировании этот срок тоже не очень большой. То есть он подготовительный этап укладывается там, в год, в два. Опять же, все зависит от опыта строительной организации, от ритмичности финансирования. Это решаемый вопрос. Хотя действительно есть много примеров, когда строительство ГЭС затягивается. По разным причинам. Часто это причины экономические. То есть вторая проблема ГЭС – это все-таки капиталоемкий объект. Он требует больших затрат на этапе строительства. Если финансирование поступает ритмично, у вас в стране не случаются перестройки там, и чего-то в этом духе, ГЭС может строиться быстро. Если у вас начинаются какие-то сложности, проблемы... Коллекция советских долгостроев, касающихся ГЭС, это вообще такая большая интересная тема, можем взять ее и обсудить, потому что государственная компания «Росгидро» многое что сумела довести из того, что было начато, брошено по самым разным причинам. Это тоже такой пласт нашей истории. Тут можно уйти глубже. То есть в советское время тоже ГЭС строились очень по-разному по скорости. И есть примеры строительства там, таких крупных ГЭС, как Жигулевская, Волжская, которые строились очень быстро, потому что это были приоритетные объекты государства, на них концентрировались ресурсы. Есть пример Саяно-Шушенской ГЭС, которая строилась там порядка 20 лет, даже больше. Потому что финансирования не хватало мощностей строительных организаций. Итого вот проблема, да, капиталоемка, да, стоимость. Это не какой-то ужас-ужас, это все решаемо, но это надо иметь в виду. Следующий большой блок – это проблемы экологического характера, на что все больше обращают внимание на Западе. ГЭС, особенно там, ГЭС крупные, плотинного типа, они связаны с затоплением территорий. Соответственно, с подготовкой этой территории. Соответственно, с подготовкой этой территории. А если там у нас заповедник, а если там на реке какие-то особо охраняемые рыбы и так далее, и так далее. Это в одну сторону. В другую сторону, если здесь было развитое сельское хозяйство, там какие-нибудь скотомогильники, и бог его знает, что еще. Да. Что тоже не должно стать частью водохранилища. Со скотомогильниками тоже вопросы решаются. Есть вопросы их там переноса, есть вопросы их консервации на месте. Перечисляю, какие проблемы могут быть. Да. Не только, так скажем, положительные, но и там, где улыбаться точно не приходится. Подготовка территории – отдельный вопрос, потому что если есть люди, их надо переселять, платить компенсации. Если людей нет, а есть, скажем, много леса, его надо вырубать как минимум частично. Если у нас есть какие-то археологические памятники, их надо раскапывать прежде чем. Если у нас есть какие-то полезные ископаемые на дне водохранилища, то тоже надо что-то решать, или их там разрабатывать по-быстрому. Или, например, когда строили Нижнекамскую ГЭС, там месторождение нефти в Татарстане, в ложе водохранилища, прям специально спали острова заранее. Вот они есть, можно как-то увидеть, на космоснимке хорошо видны. И вот с этих островов продолжали бурение. Продолжайте бурить, мы вас не трогаем. Да, это такие вот моменты. Вот это основные плюсы и минусы гидроэнергетики, исходя из которых она либо развивается, либо не развивается. Либо развивается не очень быстро. Если посмотреть, где сейчас гидроэнергетика развивается наиболее активно, это Китай. Почему? Потому что Китай, во-первых, первая в мире страна по гидропотенциалу, а на втором месте находится такая страна, как Россия. Во-вторых, китайцы умеют строить быстро и эффективно. То есть, с точки зрения возможностей по организации строительства, с точки зрения возможностей по организации финансирования, в Китае все хорошо. То есть они умеют делать большие стройки, не только в области ГЭС, во всех областях. У них действительно очень комплексно идет, огромный объем строительства солнечных, ветряных электростанций.
которые климатически крайне зависимы, и для того, чтобы балансировать такую огромную энергосистему, как в Китае, но без гидроэнергетики обойтись невозможно. Налетели тучи, значит, ГЭС должна успеть подстраховать вышедшие отдохнуть солнечные электростанции. То есть... Да, вот этот момент, который я упустил, еще про комплексность сказали, да, вот ГЭС, в отличие от всех остальных видов генерации, это часто, хотя и не всегда, объект, который решает не только энергетические задачи, а в ряде случаев даже не столько энергетические задачи. Потому что водохранилище – это и водоснабжение, и орошение засушливых земель, и борьба с наводнениями, и водный транспорт, и рыболовство, и рекреационные какие-то вещи. Ну и для промышленности во многих случаях требуется постоянный и достаточно большой объем воды. Либо вы будете мучить реку, либо вы точно знаете, что у вас есть водохранилище. Ну, это да, это вопрос водоснабжения. Как бы. В разных местах эти факторы, они работают по-разному. То есть, если у нас Колыма, скажем, какая-нибудь, то тут понятно, что кроме энергетики там почти ничего нет. Рекреационная зона не получается. Рекреационная зона не получается, хотя, Странно. например, для судоходства оно тоже используется, причем не для судоходства по водохранилищу, а для обеспечения северного завоза. Летом с нее идут повышенные сбросы воды, чтобы вот просто ниже по течению был побольше уровень воды, и баржи северным завозом прошли бы. То есть даже вот в таких местах. Но это на самом деле тоже тот момент, к которому, я так понимаю, вы подходили. Регулирование стока вод, оно крайне важно на самом деле. И для судоходства, и для того, что мы каждую весну наблюдаем паводки. Вот возможность регулирования, точно солнечные, ветряные, газовые, угольные, атомные электростанции не дают. Вот они бы очень хотели, но пока не получается. Да, и вот именно вот эта вот история с солнечными ветровыми станциями, которых становится все больше и больше, она подогревает интересы гидроэнергетики как таковой. Другое дело, что, например, там, в Европе, в США уже строить ГЭС практически негде. Там так называемый экономически эффективный гидропотенциал, он был в основном освоен еще где-то в 70-х примерно годах. Сейчас там строят так называемые гидроаккумулирующие электростанции, накопители, по сути, своей энергии. А вот там, где ГЭС еще строить можно, они строятся достаточно активно. Это, повторяю, Китай, это Индия, это страны Африки, Латинская Америка. Вот здесь гидроэнергетика развивается и будет развиваться и дальше. Гидропотенциал Бразилии, например, просто колоссален, но там у нас сложно. Если говорить о наших бывших республиках Средней Азии, то гидропотенциал что Таджикистана, что Киргизии использован где-то 7%. Точно так же, как у нас на Дальнем Востоке. То есть у нас возможности, потенциал есть. Та причина, по которой не строят, вот не только все вами перечислено, говорят о том, что очень долго необходимо учитывать, что финансирование зачастую идет за счет кредитных средств, и, разумеется, это никогда не окупится. Правда, при этом те, кто это говорит, для них 5 лет – это уже долгосрочный проект. Может быть, здесь какая-то проблема, так называемая ЦОЭ, вот оно значительно выше в гидроэнергетике, потому что если не забыть про перечисленные плюсы, учесть все минусы, добавить стоимость кредитных ресурсов, безобразие. Не нужны нам, собственно, никакие. У нас вот намного экономичнее, намного веселее. ГЭС надо подходить к их финансированию не как просто генерация, а как к инфраструктурному объекту. Потому что если посмотреть, какой у нас ЛЦОЭ будет там по строительству какой-нибудь автодороги или моста, то ее вообще строить не надо. Не окупится. Аэропорт, он когда окупится? Потому что там большие вопросы. Кстати, вы не коснулись. Если говорить о плотинах, то, по крайней мере, в России это одновременно либо автомобильная дорога, либо железная дорога, либо то и другое вместе. Это тоже, на самом деле, вечный мост. Это тоже вклад в развитие территории, по большому счету. Тоже очень частое явление, что через... это касается ГЭС, как правило, исторических, которые были построены хорошо в житой местности, на Волге, например, на Каме, да, через них всех проложены мосты, переходы так называемые, автодорожные, на всех, железнодорожные, на многих. Это тоже надо учитывать, потому что это явление для территории, это не какая-то точка, где стоит ветряк, крутится, и
Ну, вот такой вопрос. Когда рассчитывают вот все эти показатели экономические, учитывается срок службы вот, у всех вариантов генерации? Солнечные панели, у них, по-моему, гарантийный срок сейчас вырос до 25 лет. Да, их дешево строить, но каждые четверть века их надо менять. С ветровыми электростанциями тоже, по-моему, в пределах 25 лет. Вот, кто-нибудь пробовал это учитывать? Или наша современная экономика вот, понятиями 100 лет ну, точно уже не владеет? Наша современная экономика не владеет понятиями 100 лет, она плохо владеет вообще понятиями долгосрочной окупаемости. Смотрится просто, как бы, когда у нас станция себя окупит и начнет приносить доход. Ну, редко кто смотрит дальше, чем там на 10 лет. Ну, 10 лет – это уже хороший срок, потому что если смотреть схемы и программы развития у нас в России, они пятилетние. То есть вот гидроэлектростанцию туда просто не запланировать. Либо только малую, которую ну, где-то в удачном месте деривативную какую-то схемку можно за 2-3 года сделать. Ну, крупные ГЭС туда просто не строят. СИПР, они, да, на уровне регионов, как бы для более долгосрочного планирования есть генсхема, где ГЭС есть, но проблема, повторюсь, она скорее, ну, понятийно-организационная, что ли. То есть, если кинуть ГЭС просто в рынок, она, ну, да, никогда не окупится. Ну, то есть, не то, чтобы она окупится, но никто в нее не будет вкладывать деньги. Потому что любой, ну, то есть, придут в банк, да, любой инвестор, я хочу построить ГЭС, мне нужен там кредит. Я спрашиваю, ну, когда она у вас окупится? Ну, там будет строиться, ладно, там 8 лет. 8 лет она работать не будет, деньги тратить будет. Потом еще она будет окупаться еще там, допустим, 10 лет, да? То есть мне нужен кредит там, на 20 лет. Я его вот буду отдавать потихоньку. При этом мне кредит нужен там, не под 14%, да? Ну, то есть, как бы все примерно понимают, это вот как с ипотекой. Да? Вот вы берете ипотеку на 20 лет под условные там 14% и смотрите, сколько раз вы переплатите. Переплатите вы там раз, сколько там, в 3, да, в 4 получается. Вот. Ну, мало желающих брать ипотеку под такие деньги, если нет понимания, что вы не сможете выплатить раньше. А, как правило, в случае промышленного объекта у вас нет такого понимания. Вам нет куда взять деньги, чтобы погасить кредит раньше. Будет гаситься исключительно за счет той выручки, которую у вас будет генерировать станция. То есть ГЭС нужны длинные и дешевые деньги. Взять их просто с рынка в нашей текущей ситуации нельзя. Ну, да я не думаю, что есть места на планете, где их можно просто взять именно из рынка. Понятно, что огромный объем строительства Китая – это государственные деньги. Поэтому везде в мире гидроэнергетика развивается с поддержкой государства, которое подтягивает финансирование льготное с помощью различных институтов развития, вроде Всемирного банка и так далее. Например, Всемирный банк очень много инвестирует в ГЭС. Исторически так, и сейчас эта схема продолжается. Потому что есть понимание, что на рыночных условиях привлечь финансирование для гидроэлектростанций нельзя. Ну, я вот навскидку не знаю, такие крупные системы гидроэлектростанций, чтобы они были в частных руках. Если брать относительных соседей Франции, эта компания EDF, она государственная. Она владеет, управляет. В Соединенных Штатах, которая как бы насквозь либеральная, рыночная и так далее, там тоже отнюдь не частная компания владеет. Там владеет в Штатах две организации. Она называется Корпус военных инженеров США, а вторая называется Министерство мелиорации США. Вот, там есть частные компании, которые владеют ГЭС, но это, как правило, небольшие станции относительно. Я именно о крупных системе. Реально крупные станции, да, они все строились в рамках госпрограмм, несмотря на то, что США это супер либеральная капиталистическая экономика, тем не менее, изначально было понятно, что такие проекты комплексные, которые затрагивают разные аспекты государства и капиталоемкие проекты, они должны реализовываться под контролем
государства, чаще всего просто самим государством. То есть, на самом деле, получается, что ГЭС – это не про продажу электроэнергии, это целый комплекс вещей, которые возникают благодаря появлению водохранилища, появлению самой плотины, и пытаться рассматривать вот только рыночно, сколько киловатт-часов, сколько кубометров бетона это пересчитывать, не получится, потому что появляется возможность развивать производство, новые рабочие места, новые налоги, развитие самой территории. Это действительно государственный уровень заботы. Скажем так, ГЭС бывают очень разные. Есть ГЭС просто про электроэнергию, да, это какая-нибудь станция в горах, которая, как правило, других функций или не выполняет, или выполняет минимально. Я думаю, вот про класс малых ГЭС это надо как-то отдельно разговаривать. Вот давайте сегодня о классических таких. Но, как правило, крупная ГЭС, она всегда, кроме задачи выработки электроэнергии, несет еще там 1, 2, 3 других задач. Очевидно, регулирование стока воды, что на примере, к сожалению, который мы на своем веку увидели в 2013 году на Дальнем Востоке, это необходимая функция, даже если кому-то кажется, что это очень дорого. Результат получился еще дороже. Это водоснабжение. Как бытовое, есть возможность строить новые населенные пункты, новая промышленность. Промышленность вся у нас воды требует в том или ином объеме. Это действительно новые возможности для рыболовства, для судоходства, и так далее, и так далее. То есть ГЭС – это не только про электроэнергию, если мы говорим о крупных ГЭС. Вот поэтому, если мы говорим о том, как строить крупный ГЭС, то это всегда две истории. Это либо прямое государственное финансирование, либо это специальные механизмы, которые обеспечивают окупаемость ГЭС, например, через какие-то надбавки к рынку электроэнергии. То есть, когда весь рынок платит там определенную... И радуется. Рынок очень любит платить дополнительные деньги. Он, конечно, сразу не радуется, но, допустим, когда ГЭС окупается и начинает давить на цены электроэнергии вниз, то есть это инвестиция в будущее. Это действительно долгосрочная инвестиция. Это то, что мы, условно говоря, оставим своим детям, внукам, правнукам. Да? Вот они получат этот объект, и он будет их радовать, он будет обеспечивать надежность их экономики. Как например, в 90-е годы гидроэлектростанции, они во многом спасли страну в очень тяжелой ситуации, когда у нас там был кризис неплатежей, когда электростанции тепловые не могли закупать топливо. И на гидроэлектростанциях во многом держалась электроэнергетика, она просто удерживала, и не один раз энергосистему от обвала. Я думаю, что она и сейчас это делает, на самом деле, в тех регионах, где ГЭС есть. Тем не менее, это, наверное, отдельная уже тема для разговора, почему гидропотенциал Дальнего Востока настолько низко используется, настолько мало. Если гидропотенциал России в среднем 20%, средняя температура по больнице, то Дальний Восток 7%. Это ответ на этот вопрос очень прост, на самом деле. Гидропотенциал Дальнего Востока используется мало по той простой причине, что там нет потребителей электроэнергии на такой объем электроэнергии. А передавать электроэнергию оттуда в европейскую часть страны слишком дорого, получается слишком протяженная линия электропередач. За которыми еще и следить придется. Да, поэтому развитие гидроэнергетики конкретно на Дальнем Востоке, должно быть связано с развитием Дальнего Востока как такового. Целиком, с развитием его промышленности, с развитием его транспортной инфраструктуры. Возможно, с экспортными проектами в Китай тот же. То есть вы сейчас практически проговорили фразу «необходимо развивать территориально-производственные комплексы». Конечно, то есть если осваивать новые территории, то нужно думать не только об электроэнергетике, но сразу одновременно о потребителях этой электроэнергетики. Одно без другого, как-то сложно развивать промышленность, если у тебя нет электроэнергии, нет смысла производить электроэнергию, если у тебя нет промышленных потребителей. То есть это должно идти комплексом. Просто на ГЭС надо смотреть не как на просто электростанцию, а как на часть инфраструктурного каркаса территории, такую же, как дороги, такую же, как линия электропередач, такую же, как связь, например. И рассматривать ее именно в комплексе, смотреть, как у нас будет развиваться территория на протяжении ближайших 20-30 лет. Должно быть долгосрочное планирование.
Если долгосрочного планирования нет, получается очень любопытная история, как вот с тем же Дальним Востоком, именно с ГЭС сейчас вот в России, да, потому что потенциал есть, и тоже Росгидро, например, оно ходило в там, министерство и говорило, давайте мы как бы начнем строить ГЭС. Говорят, зачем? Ну, как бы у вас на Дальнем Востоке энергосбыточный регион. Это вот лет 10 назад были такие разговоры. Не надо. Вот. Потом энергоизбыточность как бы кончилась. То И есть вдруг выяснилось, весь что... экспорт, который шел в Китай, сейчас того и гляди превратится в импорт, потому что в ноль вышли Да, уже в экспорта 2025 уже нет году. никакого в Китае. И вдруг казалось, что вот у нас на Дальнем Востоке активно развивается, вообще Дальний Восток, развивается инфраструктура, развивается производство, порты, много что развивается. Электричества не хватает. Опять же, гидроэнергетики идут в Минэнерго и говорят, ну, вот теперь-то можно? Вот, или там в Минэконом, в итоге ответственность, им говорят, а сколько вы будете строить? Ну, там, 8 лет. Говорит, не, нам сейчас нужна электроэнергия. Ну, то есть, вот, повторюсь, 5 лет, на которые разрабатывается схема и программа развития, это уже долгосрочный проект, так считают наши уважаемые министерства и ведомства. То, что ГЭС надо строить немножко дольше, то, что атомные электростанции нужно строить немного дольше, это постепенно вот приходит на понимание. И тем не менее, вот если заканчивать эту экономическую часть, мне кажется, что разговоры о том, что с экономической точки зрения солнце и ветер выгоднее, чем вода, это все-таки разговоры в пользу тех, кто не понимает, что жизнь не заканчивается ОПЕКСом, который купил КАПЕКС, и также KPI и вот это все прочее. То есть, если нет понимания того, что крупная ГЭС предназначена для комплексного развития территории, тогда можно, конечно, обходиться солнечными панелями и ветротурбинами. А если мы действительно хотим думать о развитии наших регионов, а регионы нам развивать надо, мне так кажется, не знаю, откуда у меня такое мнение, тогда надо думать именно комплексно, без, ну, по крайней мере, якорного потребителя смысла строить гидроэлектростанцию просто нет. Ну и с точки зрения самой энергетики, экономики энергетики, здесь тоже есть куда посмотреть. То есть если вы интегрируете в энергосистему станцию крупную, которая нерегулируема по мощности, да, которая и выработку имеет такую стохастическую, как солнечная и ветровая, возникает вопрос, а кто должен Балансировкой заниматься балансировкой? Да, кто-то же должен этим заниматься, за это должен кто-то платить. И по логике вещей должен платить тот, кто вносит в энергосистему элемент ее потенциально разбалансирующий. То есть вы так воткнули станцию, и вся энергосистема должна решать проблемы, которые создает своим функционированием. Это, То есть где-то должны возникнуть резервные мощности, их надо присоединить к сети, надо попытаться понять, почему, когда солнце и ветер есть одновременно, она должна простаивать, а когда наступает ночь и стихает ветер, она там в считанные минуты должна выйти на 100% мощности, а как это сделать? А если есть ГЭС, это одно, вот холостой сброс был, пошел сброс через гидроагрегат. А если нет рядом ГЭС, тогда что делать? А давайте построим пиковую газовую электростанцию, которая на старте, она действительно способна разогнаться на 100% мощности за 90 секунд. Но если у людей, которые вот это разрабатывают эти проекты, спросить, а сколько она за это время газа израсходует, он будет лукаво улыбаться и косить глазки в пол, потому что такие старты — это какая-то фантастика. Пиковых газовых электростанций основные проблемы даже не тем, что она жжет газ, если он есть. Жжет и жжет, как говорится, особенно с любой тепловой станции. Проблема у них в том, что у них тоже плохо с телосокупаемостью. Она очень много простаивает. Я помню, была построена такая газотурбинная станция пиковая в Кемеровской области, Новокузнецкая, ГТЭС, если не изменяет память. Так вот, я как-то смотрел, у нее коэффициент использования установленной мощности, то есть, условно,
время, Когда год, агрегат сколько работает. она вообще работала, был 3%. Ну, то А есть, кто-то за это должен платить. а за нее заплатил весь рынок, потому что она была построена по ДБМ, естественно, потому что, ну, как бы никто ее иначе не построит. Не говорит о том, что пиковые газовые станции не нужны, у них своя ниша. Это говорит о том, что вопрос надо решать комплексно. И, скажем, вместо вот этой там КТЭС, может быть, стоило бы достроить Крапивинскую ГЭС, тоже Кемеровскую область, Ну, я думаю, которая что- бы работала бы гораздо дольше. Я думаю, что точно надо будет пройти по всем советским долгостроям. Росгидро, по-моему, закончила почти всю. Крапивинская, наверное, последняя осталась. Ну, Крапивинская осталась последняя, и осталась она по той простой причине, что она не была в контуре изначально Минэнерго, и потом не попала в контур Росгидро, естественно. Это я объект думаю, что изначально такой- он был водохозяйственный. Отдельная большая тема для разговора. Ну, какой вывод можно сделать? Все-таки гидроэнергетика нужна там, где руководство той или иной страны думает о комплексном развитии своих регионов. Я бы так сформулировал. Я бы даже сформулировал бы еще шире. Она нужна там, где руководство страны думает об будущем, думает об эффективном развитии своей экономики не только здесь, сейчас, Не на Ну, ближайшие 3 года, а чуть дальше. но и на перспективу, да. Бюджетное правило на 3 года – это замечательно, но Вот так думали в Советском Союзе, где было планирование не только пятилетнее, а и на более продолжительные периоды, где там просматривались на десятилетия вперед. Так думает в Китае сейчас. да, пример Китая показывает, что так можно думать и сейчас. За это никто не убивает, не расстреливает. И также думали, например, и там в Соединенных Штатах в свое время, развивая энергетику, гидроэнергетику. Ну, та же Швейцария тоже думала отнюдь не о том, как через 3 года окупится очередная высокогорная плотина. Вот. То есть, да, если смотреть, не жить исключительно текущим днем, а смотреть ситуацию в комплексе и в перспективе, то ГЭС имеет свою нишу, и их строить надо. Ну, тут у нас мнения совпадают. В связи с этим я, конечно, прошу вас находить время появляться у нас почаще. Мне кажется, что про гидроэнергетику рассказывать можно и нужно. Это красиво, это интересно. Решения, которые на отдельных станциях, ну, они действительно с инженерной точки зрения смотрятся, ну, просто красиво. А вещь, которая инженерно красива, она очень полезна всегда. Так что будем рады, если вы будете находить возможность заглядывать к нам. Спасибо, Продолжим разговоры о том, как правильно пользоваться водой, почему это очень полезно и очень нужно. Спасибо. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.